Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы с вами сегодня будем вязать. Чудесный ажурный узор, воздушный, нежный. Посмотрите, какая у него шикарная изнанка. Я бы даже сказала, что вот это лицевая сторона. Ой, нет, вот это лицевая сторона. Или это. Шикарный двухсторонний узор, просто изумительный. Сетчатый, дырчатый, называйте как угодно. Крупные такие дырки. Просто находка для летних вещей, которые мы сейчас все с вами вяжем. Ну или почти все. Узор легкий. Схема узора будет перед вами. И единственное, что я про схему скажу, что она для кругового вязания. То есть на ней все условные обозначения показаны так, как выглядят петли на лицевой стороне. Это значит, что мы по кругу вяжем точно по схеме, а если мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то мы будем в изнаночных рядах читать условные обозначения в схеме наоборот. Раппорт узора составляет 6 петель. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 6 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, как мы будем сейчас вязать, то мы к 6 петлям прибавляем еще 2 петли для симметрии узора и распределяем их так. Одну петлю для симметрии узора вяжем в начале ряда, затем вяжем нужное количество раппортов по 6 петель, и одна петля для симметрии узора у нас вяжется в конце ряда. Мы с вами свяжем 3 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю. Это петля для симметрии узора. Затем вяжем петли раппорта. Одна изнаночная. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Навстречу им провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, 1 изнаночная. Мы провязали 1 раппорт и точно так же вяжем 2 раппорт. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. 2 раппорт провязали и 3 раппорт вяжем. Изнаночная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная. 3 раппорт. И 1 изнаночная петля у нас в конце ряда. В дальнейшем я не буду вам делить петли до раппорта, после раппорта, симметрия, несимметрия. Я буду говорить общее количество петель. Вам хорошо видно на схеме, где у нас раппорт начинается, где раппорт заканчивается. Во втором изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды мы здесь провязываем изнаночными. Такие ряды я видео пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Я вам только напоминаю, что в этом ряду петли вяжутся по рисунку. 3-й лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных у нас в конце ряда. 4-й изнаночный ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная,
Перед нами двойной накид, мы провязываем его так. Одну петлю провязываем изнаночной и одну петлю провязываем лицевой. Мы получаем вот такую большую дырку. Если вы не хотите большую дырку, то вы второй накид провязываете лицевой скрещенный вот так за заднюю стенку. Дырочка будет поменьше. Но мне нравятся здесь большие дырки. Итак, двойной накид мы провязываем одна изнаночная, одна лицевая. Далее будет одна изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная и провязываем двойной накид. 1 изнаночная петля, 1 лицевая. И повторяем. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, двойной накид, провязываем изнаночная, лицевая. 1 изнаночная и 2 лицевых у нас будет до конца ряда. Мы провязали половину раппорта в высоту, вывязали большие дырки, и сейчас мы будем эти дырки вязать в шахматном порядке. 5 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 изнаночных. Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. И повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 изнаночных. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И третий раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. 1 изнаночная. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 7-м ряду мы по краям делаем одинарные накиды, а в самом узоре уже двойные накиды. 8-й изнаночный ряд, провязываем 2 лицевые. Здесь первый накид мы провязываем лицевой петлей. Далее у нас будет 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, и у нас двойной накид, мы провязываем первый накид изнаночной петлей, второй накид лицевой петлей. Далее 1 изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, двойной накид провязываем 1 изнаночной, 1 лицевой. Изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, уже здесь накид провязываем изнаночной петлей и 1 лицевая в конце ряда. Мы с вами провязали 3 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Далее узор повторяется с 1-го ряда. И когда мы провяжем несколько раппортов, мы получим вот такую вот ажурную красоту. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек.
Пока-пока.